Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую красивую кружевную тесьму крючком. Посмотрите, какая она нарядная, как интересно она смотрится. Вязать ее очень просто. В этом видео мы с вами все подробно разберем. Если вам нравится такая кайма, поставьте большой пальчик вверх, это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Ширина каймы у меня получается 6 сантиметров, ну а длину вяжем произвольную, так как вяжем по принципу ленточного кружева, вяжем до нужной длины, смотря куда будем применять такую тесьму. Можно связать ее в разных вариантах. Вначале провяжем серединку. Раппорт состоит из 4 рядов. Сейчас я схему прикреплю на экране. С одной стороны у меня ровный край. Это также обвязка делается в конце работы. А с другой стороны цветочный край. Если тесьму мы будем использовать в качестве каймы, то можно сделать цветочки. Если будем использовать как какую-то вставку в изделие, тогда можно сделать с двух сторон обвязку вот такой ровной, гладкой. Можно использовать для украшения одежды или каких-то предметов домашнего декора, постельного белья, полотенец. Но это уже как кто придумает. Итак, вязать я сегодня буду из ниток Денди от Камтекс. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок в 50 граммах 330 метров. Цвет я беру 002 от Белка. Крючок буду использовать 1,25 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю. И набираем цепочку из 28 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте наберем самостоятельно и встретимся. Ну вот, цепочка готова. Набрали 28 воздушных петель и вяжем первый ряд. Накид. И в шестую петлю от крючка 1, 2, 3, 4, 5, 6 провязываем столбик с накидом. Одна воздушная, накид, и в следующую петлю столбик с накидом, накид, пропускаем петлю, в следующую столбик с накидом, одна воздушная, накид, в следующую петлю столбик с накидом, 2 воздушные, накид, пропускаем 2 петли в следующую столбик с накидом, это основание нашей тесьмы. Далее 4 воздушные, пропускаем 3 петли в следующую столбик с накидом, снова 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид, пропускаем 3 петли, столбик с накидом, 2 воздушные, накид, пропускаем 2 петли, столбик с накидом в третью петлю, 1 воздушная арочка, накид, в следующую петлю столбик с накидом, накид, пропускаем петлю,
в следующую, во вторую столбик с накидом, 1 воздушная и последний столбик с накидом в начальную воздушную петлю. Так, первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд, 5 воздушных петель. Каждый ряд у нас будет начинаться с 5 воздушных. Набрали 5 воздушных, разворачиваем наше вязание, накид, и в следующую арку из 1 воздушной петли провязываем первый столбик с накидом, 1 воздушная петля и второй столбик с накидом сюда же под эту арку. Вот такую комбинацию столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом мы будем называть галочкой. Накид, пропускаем 2 столбика и в следующую арку из 1 воздушной петли провязываем такую же галочку. Первый столбик с накидом, 1 воздушная петля и второй столбик с накидом. Каждый ряд у нас будет начинать и заканчиваться с 2 галочек. Далее 2 воздушные петли, столбик пропускаем, в следующий столбик столбик без накида, 2 воздушные, в следующую арку из 4 воздушных столбик без накида, 2 воздушные, накид, и в следующий, в средний столбик провязываем 2 столбика с накидом и между ними арка из 3 воздушных. Провязали первый столбик с накидом, 3 воздушные и второй столбик с накидом сюда же, в вершину этого же столбика. Вот так. Далее 2 воздушные, столбик без накида в следующую арку из 4 воздушных, снова 2 воздушные, теперь столбик без накида, вершину следующего столбика, 2 воздушные и вяжем 2 галочки. Вот у нас 2 галочки с краю. Первую провязываем в арочку из 1 воздушной петли, первая галочка готова, накид, и в следующую арку из 1 воздушной провязываем вторую галочку. Готово. Вот такой второй ряд. Вяжем третий ряд, 5 воздушных, разворачиваем вязание. Это у нас будет лицевая сторона сейчас. Накид и провязываем 2 галочки в арке из 1 воздушной. Так, первая галочка готова и вторая. В следующую арку из 1 воздушной петли. Так. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид, пропускаем столбик без накида и в следующий столбик без накида вершину, вот под 2 ниточки вставляем, провязываем столбик с накидом, делаем 2 накида. И в следующую арку из 3 воздушных петель, вот она у нас центральная, провязываем 7 столбиков с 2 накидами. Первый, сюда же в эту арку второй столбик с 2 накидами, третий, четвертый, пятый, 6 и 7 столбик с 2 накидами. Вот такой веер из 7 столбиков. Накид, пропускаем столбик с накидом и в следующий столбик без накида вяжем столбик с 1 накидом.
Так. 4 воздушные, накид, и между двух галочек в арке провязываем также 2 галочки. Первый столбик с накидом, 1 воздушная, второй столбик с накидом. Первая галочка готова, и в середину второй галочки вяжем следующую. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Вот так. Третий ряд у нас готов. Вяжем 4-й ряд, 5 воздушных, разворачиваем и вяжем 2 галочки. Такой ряд полоска из галочек у нас будет на протяжении всей тесьмы. Первая галочка и вторая. Далее 2 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку из 4 воздушных, снова 2 воздушные, столбик без накида в следующий столбик с 1 накидом, 3 воздушные, пропускаем 3 столбика и в средний, в 4-й столбик без накида, вот на группе из 7 столбиков. 3 воздушные, пропускаем 3 столбика и в следующий столбик с 1 накидом провязываем столбик без накида, 2 воздушные, столбик без накида в арку из 4 воздушных, 2 воздушные и снова вяжем 2 галочки. Кромка нашей тесьмы. Первая галочка и вторая. Так. 4-й ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Мы с вами провязали раппорт узора. Он состоит из 4 рядов. Далее повторяем первый ряд. Но сейчас мы провяжем его вместе, так как мы вязали здесь в цепочку начальную из воздушных петель, а сейчас будем вязать уже вот в столбике. Итак, вяжем 5-й ряд, 5 воздушных, разворачиваем, накид, 2 галочки. Очень легкая тесьма, вязать ее это такой отдых, расслабление. Так, вторая галочка готова. Далее 2 воздушные петли, накид. И в следующий столбик без накида провязываем столбик с 1 накидом, 4 воздушные, арка, накид, пропускаем столбик без накида и в следующий столбик, вот он у нас на вершине веера, в центре, столбик с 1 накидом, снова 4 воздушные, накид, пропускаем столбик без накида и в следующий столбик без накида столбик с 1 накидом, 2 воздушные и на 2 галочках провязываем также 2 галочки. Так, 5-й ряд у нас готов. Давайте еще вместе провяжем 1 ряд.
Шестой ряд у нас повторяет второй ряд, седьмой ряд повторяет третий, восьмой ряд повторяет четвертый. Сейчас вяжем шестой ряд. 5 воздушных, разворачиваем, 2 галочки, провязали, 2 воздушные, столбик без накида в следующий столбик с накидом. Вот этот мы пропустили на галочке, вот у нас один столбик, в него 2 воздушные, в арочку из 4 воздушных провязываем столбик без накида, 2 воздушные, накид, и в следующий столбик вяжем первый столбик с накидом, 3 воздушные и второй столбик с накидом сюда же, в этот же столбик, 2 воздушные, в арочку вяжем столбик без накида, 2 воздушные, и теперь в столбик с накидом, столбик без накида, 2 воздушные, и далее идут 2 галочки. Первая и вторая. Шестой ряд у нас готов. Седьмой ряд у нас повторяет третий ряд. Здесь мы будем провязывать веер из 7 столбиков с 2 накидами в серединке, а восьмой ряд повторяет четвертый ряд. Все, так вяжем тесьму до нужной длины, какой нам нужен размер. Вяжем и встречаемся. Будем делать обвязку с 2 сторон. Ну вот, я провязала почти метр тесьмы. Она еще немножечко растянется после влажно-тепловой обработки. Вот такая красота уже получается. Вот закончила рядом, где у нас 2 арки из 3 воздушных. Пока делаю закрепку, если нужно будет продлить, потом буду надвязывать еще, но пока вот такой длиной оставлю. Так, и давайте теперь приступим к провязыванию краев тесьмы. Ее можно и так уже оставить в таком виде. Посмотрите, какая она нарядная получается. Это еще я ее не отпаривала. И у нас есть несколько вариантов, как обвязать тесьму. Можно с 2 сторон сделать ровные, если мы планируем эту тесьму куда-то вшивать, там украшать наволочки. Можно сделать с одной стороны ровную, а с другой стороны цветочки, или сделать цветочки с 2 сторон. Это вы уже смотрите, куда предназначается ваше изделие. Итак, вот у нас лицевая сторона. Я прикрепляю нитку вот к первой арке из 5 воздушных. Сейчас сделаем прямой край. Так, присоединили и провязываем 2 столбика без накида. Первый начальный и второй. Хвостик сразу обвязываем. Так, далее 4 воздушные петли. Очень простая обвязка с этой стороны у нас будет. В следующую арку 2 столбика без накида. Первый, второй, 4 воздушные. В следующую арочку 2 столбика без накида, 4 воздушные, в следующую арку. Так вяжем до конца. Итак, провязали в последнюю арку 2 столбика без накида, и для завершения
ряда давайте сделаем здесь 5 воздушных и соединительный столбик в начальную воздушную петлю. Вот так закольцуем. Всю ниточку можно отрезать или пройти соединительными столбиками до первой арки с другой стороны. Вот так. Вот такая у нас обвязочка получилась. Видите, простая, аккуратненькая. Можно также сделать и со второго края, если вы планируете использовать эту тесьму как вставку в какое-то изделие. Если как кайму, то лучше, конечно, сделать цветочки. Сейчас мы приступим, разберем, как вязать такие цветочки. Итак, это у нас лицевая сторона тесьмы. Вот к первой арке также присоединяем нить, перекидываем хвостик, все, затянули, столбик без накида. Вот, начальный столбик выполнили, хвостик также мы обвязываем, но это у нас уже в привычке. Далее 8 воздушных, в следующую арку столбик без накида. Так, это просто у нас начало такое. Теперь приступаем к самим цветочкам. 2 воздушные, накид. И сейчас у нас будут интересные столбики. Мы такие еще с вами не вязали. В следующую арку из 5 воздушных, вот петли у нас, провязываем пышный столбик, но не обычный, а перекрещенный. Вытянули ниточку, накид, вытянули ниточку, накид. И теперь вставляем крючок перед всеми вот этими столбиками в эту же арку, только сзади наперед. Вытягиваем нитку вот на такую же высоту, как и все остальные протяжки. Подхватываем рабочую нить и вытягиваем. Вот такой перекрученный пышный столбик. 3 воздушные петли, сейчас еще раз повторим, и в третью петлю от крючка провязываем столбик без накида. Такое пико. Мы сделали 1 пышный столбик, а в каждую арочку будем провязывать по 4. Сейчас еще 3 провяжем. Итак, сделали накид, вставляем крючок в арку, в эту же, вытянули, накид, вытянули, накид, и теперь вставляем крючок перед всеми вот этими петлями, вот между первым пышным столбиком и вторым, который мы сейчас провязываем, сзади наперед. Подхватываем рабочую нить, протягиваем также на такую же высоту. Подхватили нить и через все петли протянули. Вот перекрученный пышный столбик. 3 воздушные петли и в третью петлю столбик без накида. Вот второй пышный столбик готов. Давайте еще раз провяжем. 3-й столбик, накид, вытянули, накид, вытянули, накид, и теперь вставляем крючок между вторым столбиком пышным и вот третьим, который мы провязываем сзади наперед в эту же арку. Вытянули, так, рабочую нить, так, катушка тянет. Вытянули вот на такую же высоту и через все петли протянули. И делаем пико. 3 воздушные, столбик без накида. 3-й лепесток готов. И вяжем 4-й столбик. Вытянули, вытянули и вставляем сзади наперед между 3-м и 4-м. Вытянули,
закрываем все петли, 2 воздушные, после 4-го столбика мы не делаем пико, и в следующую петлю из 5 воздушных вот в арку столбик без накида. Вот такой цветочек из 4 пышных столбиков. Очень нарядно такие цветочки смотрятся, необычно. Если мы будем провязывать просто пышные столбики, то они будут складываться, как бы сминаться, а вот эти пожестче получаются. И как-то необычные, все равно они как-то пышные, рельефные, очень красивые. Ну давайте еще раз вместе провяжем такой цветочек. 2 воздушные, накид, в следующую петлю, арку из 5 воздушных, вяжем 1 пышный скрученный столбик. Вот 3-й раз мы вставляем перед всеми петлями вытянутыми, закрываем и делаем пико из 3 воздушных. Вот такой пышный столбик у нас. Далее накид, вяжем 2-й, вытянули, закрываем, пико. На каждом цветочке у нас по 3 пико. Накид, вяжем 3-й лепесток, так вытягиваем повыше, 3-й мы вяжем перед всеми протяжками, закрыли и снова пико из 3 воздушных, вяжем 4-й лепесток в эту же арку. Все это на самом деле очень быстро делается, просто нужно немножечко приноровиться. Можете провязывать просто кластеры из 3 столбиков с накидом, но они будут плоские, а вот эти все-таки столбики как-то выглядят понаряднее и кайма выглядит интереснее. Так, вытянули. На самом деле все быстро вяжется, просто я под камерой, мне не очень хорошо видно. Все, лепесточек 4-й готов, вот такой цветок получается. И потом 2 воздушные после 4-го лепестка. В следующую арку столбик без накида, 2 воздушные и снова вяжем цветочек. Такая обвязочка. Все, вяжем до конца ряда самостоятельно. Отпариваем нашу тесьму. Давайте доделаем самостоятельно. Встретимся и посмотрим, что же у нас получилось. Ну вот, я довязала тесьму, отпариваю ее. Посмотрите, какая красота у нас с вами получилась. Как видите, вязать несложно, очень интересно, и результат радует. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!